Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о денежной порче, поговорим о том, как с помощью определенных предметов, вещей в вашем доме можно понять, что да, у вас на деньги достаточно сильная порча. И что нужно сделать для того, чтобы этот негатив, эта негативная программа не пришла в вашу жизнь и не разрушила все то, что вы годами созидали и творили. Давайте вместе с вами будем разбираться. Как бы ни хотелось, но прожить жизнь без неприятностей, проблем, неудач и порой даже бед не получается ни у одного человека. Иногда это последствия наших необдуманных поступков. Бывает и такое, что мы выбираем для себя не тот жизненный путь, и там нас это все поджидает. А иногда это сильное энергетическое влияние на нашу жизнь, на нашу семью, на нашу работу, дом со стороны недоброжелательных людей, которые не могут простить нам того, что у нас что-то лучше, чем у них, что мы можем быть богаче, успешнее, где-то даже умнее, имеем крепкую семью и престижную работу. Возможно, если бы эти люди направили силу своих энергий в правильное и в нужное русло, они также смогли бы это все получить. Но им легче и удобнее кого-то винить в том, что у них нет того, чего бы им хотелось, и отбирают это все уже на энергетическом уровне. Такие люди никогда не останавливаются. Отобрав у одного человека то, что им нужно, выжав из него все энергии, они находят новый объект для зависти и ненависти и вновь продолжают свои грязные делишки. Всплеск этого сильного негатива, который они отправляют целенаправленно в жизнь других людей, называется порча. Порча несет в себе настолько страшный сильный негатив, что начинает, как вы знаете, действовать моментально. Вечером человек, на которого наводится порча, может лечь спать без единой проблемы, а утром проснуться абсолютно с новой жизнью, которая, к сожалению, будет наполнена проблемами, о которых и подумать вчера еще нельзя было. Чаще всего эти проблемы начинают возникать в самых слабых местах. Например, если у данного человека слабое биополе, первым делом знать о себе дадут хронические заболевания. Могут проявиться проблемы с кожей, возникнуть даже экземы. Данного человека перестает интересовать все то, что ранее для него имело большое значение. Он замыкается в себе, перестает ходить на встречи с друзьями, отдаляется от семьи. Его не интересует, что и где происходит. Если у человека, на которого сделана порча, есть дети, они начинают его бояться. Он может часто срываться на них. Животные, особенно коты, никогда не подойдут к человеку с порчей, даже если ранее от него не отходили. Так происходит потому, что животное уже на энергетическом уровне чувствует сильные изменения в энергетике человека. Такой человек во всех начинает видеть врагов. У него появляются ночные кошмары, страхи, которые преследуют его независимо от того, находится он за пределами дома или в доме, из-за чего он просто откажется выходить на улицу, он замкнется в себе и, оставшись наедине с собственными мыслями, будет вгонять себя в депрессию, сам того даже не понимая. Затем появится много неприятностей, и основной удар придется в ту сферу жизни, на которую наложена порча. В такой период человеку свойственно делать различные необдуманные поступки, которые со стороны выглядят просто смешно. Если бы раньше ему сказали, что он может такое сделать, он бы никогда не поверил. А когда близкие люди со стороны пытаются указать на какие-то необдуманные действия, этот человек очень сильно начинает злиться и обижаться, что приводит к постоянным ссорам и недопониманиям в семье. Он целенаправленно старается, одновременно, кстати, могут возникать и проблемы на работе, так как такому человеку будет казаться, что от него требуют чего-то необычного, он будет думать, что его стараются унизить или даже подставить. А такой период часто люди теряют бизнес, ссорятся с партнерами, с которыми они создавали свои дела, и не один год, и проходили через какие-то разные ситуации, но всегда плечо к плечу. В
такие моменты человек теряет к себе уважение общества. С него начинают смеяться и воспринимать, к сожалению, уже несерьезно, даже если он занимает очень престижную должность, и ранее многие обращались, например, к нему за советом. В этот период человек, на которого наложена порча, способен начать делать ставки в казино, при этом проигрывать деньги, употреблять алкоголь день изо дня, при этом он будет обещать, что впредь такого не повторится, но все равно не сдержит свое слово и далее продолжит в этом же духе. Если вы попытаетесь данному человеку объяснить, что на него наложена порча, он никогда не воспримет это серьезно и будет всячески отрицать, соответственно, и прислушиваться не станет к тому, что от этого нужно избавляться. Как вы знаете, порча делается с помощью подкладов, ритуалов. Поэтому, если вы видите, что с вашим близким человеком или в семье что-то не так, поищите по дому какие-то необычные предметы. Возможно, вы найдете что-то интересное. Также такие предметы могут находиться у порога. Давайте вместе с вами проговорим все-таки эти предметы. Итак, друзья, что же это может быть? Итак, первое, что это может быть? Это может быть остро колющие предметы. Это может быть иголка, это может быть булавка, это может быть какая-то заколка, которая, например, воткнута во что-то, или просто у вас лежит за батареей или под плинтусами. Поэтому очень важно, чтобы вы проверили и сделали генеральную уборку в доме. Не поленитесь, проверьте все шторы. Вот просто возьмите их и посмотрите. Бывает так, что иголку могут воткнуть даже в шторы. При этом в том месте или в той комнате, где вы мало находитесь, или наоборот на самом видном месте. Обратите внимание обязательно на входную дверь с внешней стороны и с внутренней стороны. Возможно, вы заметите какие-то, возможно, предметы, вещи или вообще что-то непонятное для себя. Далее вы можете найти монету или купюры, какие-то грязные, с какими-то пятнами. И это может быть, например, они могут быть, там монета или купюра, она может быть спрятана даже в том же туалете, или в коридоре, или где-то под ковриком и так далее. Далее, обратите внимание на фотографии. Как правило, вы можете найти свою фотографию, на которой что-то будет или написано, или она будет где-то порвана, или будет лицо, например, как выколото. Это такая фотография, как правило, она небольшого размера, и постарайтесь, если, то есть вы увидите, то есть если вы знаете, что вы не используете фотографии в своей жизни, а тут ни с того ни с сего вы увидели такую вот фотографию, задумайтесь. Далее, что еще может нам подсказать о том, что на вас направлена сильная денежная порча? Это может быть вода у порога вашего дома. На это быть очень нужно внимательным и осторожным. В этом случае вы должны, это уже первый признак того, что вам нужно остановиться и подумать, откуда это взялось. Потому что это бывает, если даже вы живете в частном доме, это бывает, когда вы живете в многоквартирном доме. Поэтому, когда вы выходите или когда вы приходите, не сразу переступайте, а посмотрите, все ли у вас в порядке. Далее. В вашей квартире или в вашем доме начинают появляться какие-то запахи. Не просто запахи, а вот, знаете, вот такие вонючие, как будто, знаете, вот мясо разлагается. Также могут быть запах такой вот, знаете, упрелости, такой вот вони, хотя вы постоянно проветриваете, и вы знаете, что у вас все свежо и все как бы должно быть прекрасно. Далее, вы можете случайно найти какую-то вещь, которую ранее, возможно, то есть вы ее искали, но она никак не проявлялась. Это может быть все, что угодно, это может быть какая-то ваша личная вещь,
вещь, например, какая-то резиночка или какой-то, возможно, что-то из бижутерии, из украшений. Вот вы не могли найти, тут раз, вы видите, у вас это появилось. Вот это нужно быть очень-очень осторожным. Далее, у вас может проявиться пучок ниток, шерсти, волос, мак, крупа, яйцо или только его скорлупа, могут быть гвозди, и ножницы могут быть даже появиться у вас в доме. Поэтому, если вы видите что-то такое, во-первых, ни в коем случае не стоит это брать руками. Для этого у нас с вами есть листок бумаги, салфетка, кусочек белого материала. Лучше всего в резиновых перчатках. Но то, что вы будете брать, обязательно нужно будет сжечь. Если вы что-то найдете из таких предметов, возьмите крупную соль, смешайте ее с мелкой солью и посыпьте на данный предмет. При этом проговорите обязательно такие слова. Энергетики соли между собой смешаю, сильную помощь благодаря этому получаю. Соль мне помоги, негатив нейтрализуй, вбери, распространиться ему больше не разреши. Затем заверните данный предмет и уносите его подальше от дома. Такой предмет хорошо сжечь, так как с помощью огня убирается очень сильный негатив и разрывается связь его с человеком. Даже если предмет из железа, поддавшийся огню, негатив из него также весь уйдет, а он останется просто обычным предметом. Когда будете поджигать, нужно обязательно проговорить такие слова 3 раза. Огонь, за помощью к тебе обращаюсь, силой твоей восхищаюсь. Мне, пожалуйста, помоги, негатив в данного предмета удали, связь его. И называйте имя человека, на ком порча. Далее скажите «убери прежние энергии, к нему верни». Когда закончите, уходите с этого места быстро и не оборачивайтесь. Придя домой, сразу примите холодный душ и при этом скажите такие волшебные слова. «Я негатив никакой не подобрала. Если что-то ко мне и прикрепилось, вода это сейчас уберет и из своей энергетической силы защиту вокруг меня обовьет. Я благодаря этому только сильнее стану, буду счастье привлекать, жизнь свою улучшать». Так, во время очистки вы еще и сильные энергии обязательно к себе привлечете. Затем необходимо быстро провести энергетическую чистку человека, на которого наложена порча, чтобы скорее ее убрать, ведь с каждым днем положение и состояние данного человека будет только ухудшаться, и жизнь будет рушиться. Вернуть все будет очень непросто, если будет упущено правильное время. Поэтому возьмите нательную вещь данного человека, насыпьте на нее 3 щепотки крупной соли, и так она должна некоторое время пролежать. Затем возьмите яйцо, покачайте ним по подушке, на которой спит данный человек. И при этом скажите такие магические слова. Яйцом порчу собираю, связь ее, называйте имя, разрываю. Больше не будет ему вредить, негативом окружать и жизнь разрушать. Яйцо после проделанного нужно раздавить и смыть в канализацию. Соль струсите с данной вещи и смойте под проточной водой. Затем дайте данному человеку одеть эту вещь. При этом про себя скажите такие слова. Соль данную вещь силой наделила. Далее называйте имя и скажите, эту вещь надевают, будут с ее помощью биополе равнять, негатив весь себя убирать, положительными энергиями себя окружать. Положительный результат после проделанного ритуала вы увидите уже на следующий день. У данного человека вновь начнут появляться идеи, планы на жизнь и будут светиться глаза. Он начнет интересоваться тем, что происходит вокруг него. Утром обязательно наволочку с подушки постирайте в соляном растворе. Так вы уберете негатив, который она подобрала. А нательную вещь, которую данный человек снимет, нужно будет сжечь, при этом сказать обязательно такие слова. Связь полностью убираю, порчу снимаю, все посылы негатива собираю и тому, кто их отправил, возвращаю. Прочь уходите, скажите имя человека, от себя освободите. С этого момента, с каждым днем, благодаря вашей помощи, жизнь данного человека будет улучшаться. А вот у того, кто наслал порчу, наоборот, в жизни начнут происходить неприятные события, которые изменят ритм жизни.
Если вы видите, что что-то происходит не так, вы замечаете негативные изменения или то, что вас озадачивает, сразу начинайте искать причину и действовать, потому что быстрая реакция, друзья, это минимальные последствия. Старайтесь вовремя и правильно проводить ритуалы, которые будут помогать укреплять энергетическое поле. Ведь от этого напрямую зависит то, насколько вы защищены от любого вмешательства извне и сможет ли человек, который это делает, пробивать ваше биополе. Не забывайте также проводить периодические практики по очистке. Если даже какой-то негатив уже вокруг вас есть, и вы пока его еще не ощущаете, то знаете, не останавливайтесь, убирайте, следите за своим энергетическим балансом и будете от многого защищены. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, ставьте лайк этому видео. Кто спрашивал, как можно нас поддержать, друзья, как можно отправить донат. Друзья, ссылка есть в описании. Нажимайте, переводите, нам любая сумма действительно будет очень-очень приятно. Прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.